Всем привет! Сегодня у нас расклад про интуицию и про то, что она тебе говорит про ваши отношения. Давайте в долгий ящик откладывать не будем, но обязательно заходите в проживание арканов. Ссылки в описании и в закрепленном комментарии. Там вы все проработаете. Итак. Итак, первый вариант. Да что ж такое? Рыцарь кубков. Девятка мечей. Семерка мечей. Звезда. И паш пентаклей. Ну, смотрите. Первый у нас вопрос, что твоя интуиция уже кричит, но ты не слышишь. А твой голос, он давно подсказывает, что он относится к тебе вот с теплотой настоящей. И он готов инициативу в свои руки брать, даже если иногда стесняется это открыто показывать. И ты чувствуешь, как вот он меняется в твоем присутствии, да? Глаза, как говорится, наливаются кровью, хотел сказать. Нет. Глаза светлеют, да? Голос мягче становится. Он помогает тебе во всем, даже там в мелочах каких-то. Там от того, что тебе нужна скрепка, да, там, как говорится, покупка нужного сыра, да, которого ты любишь. Ну, то есть интуиция тебе шепчет, что он старается тебя счастливой сделать. Просто ему об этом непривычно вслух говорить, понимаешь? Но ты заглушаешь этот шепот сомнениями, привычками, там, подвох искать. Думаешь, что такие жесты приятные, это там только вежливость или там, как сказать, чего-то ему нужно, или просто там временно, просто у него настроение хорошее. Нет. Твой внутренний голос, да, интуиция, твой радар внутренний, они отчетливо видят, что он не просто вежливый, да, а действительно с тобой быть ближе хочет. И от этого заряда романтики у тебя могли бы, как говорится, крылья распахнуться, если бы ты, конечно, к себе прислушалась. Как страх или логика блокируют это? Ну, тревогу ты поднимаешь, когда долго не получаешь от него вот этих действий, возможно, сообщений, даже, наверное, бессонницей, да, мучаешься, если он там задерживается где-то на работу прийти или еще где. И вот голова у тебя рисует там вот эти, как сказать, фэнтезийные мрачные картины, да. Вдруг он устал, нашел кого-то другую, да, или у него там, как сказать, разонравилась я ему. Вместо того, чтобы довериться просто фактам, а он честно там всегда говорит, да, на твои вопросы, ты позволяешь вот этим страхам грызть душу и не даешь своей интуиции, как сказать, не даешь себе возможности услышать вот эту интуицию свою. И логика тут тоже не всегда в помощь, потому что ты, как говорится, там считаешь секунды, когда он там чего-то не написал, не пришел, на работу опоздал и так далее, если это дело на работе, я имею в виду. И складываешь все в одну кучу и делаешь, конечно же, неверные выводы. Окружая себя мыслями типа «если бы любил, то писал бы каждую секунду, да, или если бы любил, то вот это, вот это, вот это». То есть ты сама загоняешься, не замечая вот реальных признаков там его заботы и искренности.
И так страх, вот этот и твое накручивание, они создают туман, из-за которого ты пропускаешь сигналы от своего сердца, да, и от интуиции своей, которые могли бы там вернуть тебе спокойствие и веру в его серьезные там намерения. Что мужчина на самом деле скрывает, а интуиция чувствует? Ну, у него, как сказать, некоторые вещи под замком есть, такая склонность хранить. Понимаешь? Он стесняется там признаться, что ошибки совершает иногда, да, боится потерять твои теплые чувства, скрывает, потому что ему кажется, что он там слабым покажется. Внешне он уверенный в себе, у него все под контролем, но твоя интуиция подсказывает тебе совершенно другое. Внутри него копится страх выглядеть вот этим, как сказать, уязвимым назовем, да? Он не врет тебе напрямую, нет, но обходными путями он уходит от вот таких тем, которые могут выставить его вот, в не очень хорошем свете. И ты внутренне чувствуешь, что он что-то не договаривает, но ты не можешь четко сформулировать, что именно. И вот этот, как сказать, вот этот зажим, он рождается из-за опасения, вот, как сказать, показаться неидеальным. Понимаешь? Но твой внутренний радар твой, он уже эту тревогу обнаружил. Как учесть вот это интуитивное знание в отношениях между вами? Ну смотри, ты можешь мягко как-нибудь показать ему, да, что твоя поддержка, она не зависит от того, там, что он идеальный или нет. Например, вот, когда он чувствует, что не тянет какую-то там задачу, да, то подойди и скажи: я верю, что мы сможем вместе выход найти. Покажи, что ты ценишь там и его слабости, и его сильные стороны. И интуиция, она тебе уже говорит, что он больше всего боится быть вот этим отверженным за какую-то там малейшую оплошность. Поэтому если ты видишь, что он становится немножко там напряженным, неуверенным, дай ему понять, что его принимаешь таким, какой он есть, целиком. Но это ни в коем случае не значит, да, то, что жертвовать собой нужно или, как говорится, прикрывать все вот эти косяки. Но твоя искренность и теплые слова, они помогут ему понять, что перед тобой не нужно, как сказать, выстраивать стены, броню и так далее. Чем больше ты прислушаешься к своей интуиции, тем заметнее будет, когда ему нужна твоя поддержка. И тем легче будет вам обоим сделать шаг, как сказать, к более глубоким взаимопониманиям. Понимаешь? Расширение видения и новый уровень доверия к себе. Ну смотри, ты начинаешь смотреть на это все как на процесс постоянного роста, где там мелкие сомнения, недочеты — это всего лишь ступеньки к вашему общему будущему, а не какой-то там тупик. И сейчас у тебя есть такой шанс обучаться новому. Это там доверять своей интуиции, да, впечатления о нем доверять, не давать мыслям: а вдруг я все придумаю, тебя захватить. Ты растешь в своих ощущениях, и это открывает дверь к более сильному пониманию как его, так и себя. Понимаешь? Где твой вот этот внутренний голос, он становится надежным путеводителем. И когда ты замечаешь, да, что твое сердечко женское толкает тебя там к определенному решению, то это решение не отвергай. Понимаешь? И посмотри, как все будет складываться, если ты действуешь в согласии с собой, со своей интуицией, без поиска вот этих оправданий и без вот этих страхов. Нравится — подойди, скажи. Так ты переходишь на новый уровень видения. Понимаешь?
где меньше плетешь себе сети из тревог и больше полагаешься вот на собственную интуицию, да, на собственное чуткое восприятие вообще мира вокруг. Понимаешь? Вот весь мир, он сомневается. Главное, чтобы ты сама верила в себя, а все остальные тебе не важны. Вот такой у нас был первый вариант. Давайте перейдем ко второму. Двоечки пристегнули штанишки, трусишки и полетели. Чаечек, надеюсь, ромашковый пьете. Ну, понятно, да, тут трактовать даже не нужно. В тебе сидит вот это четкое чувство, что он вот сам избегает тесного общения, да, как только разговор с ним пытаешься про будущее завести. Ты видишь, как вдруг он уходит, да, там в себя под предлогом, там надо немножко полежать, передохнуть, там и так далее и тому подобное. Или там резко переключается, начинает в телефон смотреть, делая вид, что там срочно на какое-то сообщение нужно ответить. И твоя интуиция, она тебе вот, как сказать, громко уже звенит, что за таким поведением скрывается страх брать на себя ответственность, да, новые какие-то обязательства. Но ты продолжаешь себя уговаривать, как будто он просто там, а это он устал. А внутренний-то твой голос в корень зрит. Он не устал, он прячется от слишком серьезных тем. И ты это чувствуешь даже, как сказать, сквозь его молчание. Потому что что? Потому что тебя не обмануть. Как страх, логика блокирует вот это знание? Ну, понятно, да? У тебя ум включается и начинается искание оправданий. У него просто плохой день. Да, он просто на работе устал. Он занят, работает. Но всякий раз, когда он там крубит тебе на ровном месте, да, или внезапно там сворачивает разговор, внутри дрожит у тебя вот это неприятное ощущение, что вот отмахивается от правды. И страх поссориться, он оказывается сильнее. Ты предпочитаешь сглаживать углы, потому что пугает мысль, а вдруг он вообще уйдет. И логика тоже пытается успокоить тебя, да? Ну, все пары ругаются порой. Но в глубине души ты знаешь, что тут не просто перепалка. В его резкости звучит вот это желание отодвинуть тебя подальше. И чем сильнее ты это чувствуешь, тем громче логика тебя уводит в сторону. Что на самом деле он скрывает, да, а интуиция это чувствует у тебя. Но он в прошлых ошибках запутался. И старые раны не до конца пережил по этой карте. Потому что твоя интуиция, она замечает, как вот его накрывает при упоминании там бывший, да, или там, когда кто-то задевает тему доверия. И он легко может сменить тему или там шуточно завернуть, как будто ничего такого и не случилось. Но твоя интуиция, да, она улавливает. Внутри у него целый вулкан вины и страха вот этого. Он не рассказывает об этом открыто, потому что боится, что ты увидишь там в нем там какое-то предательство, разочаруешься в нем. И тебе вот это все давно, как сказать, чувствуется.
потому что он делает вид, что все прекрасно, тогда как, по сути, он просто носит груз вот этих нерешенных обид, вопросов и так далее, которые стремится спрятать у себя глубоко. Как учесть это знание, да, в отношениях между вами? Ну, смотри. Королева кубков — это мягкость, да, эмоциональность, и, соответственно, это и есть ключик. Когда ты чувствуешь, что в нем копится раздражение, да, или там печаль, то нужно его не прессовать вопросами, да, а предложить спокойно разговор без всяких обвинений. Важно вот дать ему понять, что твоя поддержка, она доступна. Но при этом не надо спасать его от всего на свете. Ты не спасатель. Просто покажи ему, что ты рядом, что ты готова выслушать, да, что осуждать не будешь. Твоя интуиция и так это распознает, да, когда у него внутри, как говорится, внутренний мир шатает. Поэтому именно мягкая женская мудрость, она поможет ему раскрыться. Если ты начнешь действовать с теплотой, то он увидит, что не обязательно надевать вот эту, как сказать, маску железного человека. Понимаешь? Расширение видения и новый уровень доверия к себе. Ну смотри, сейчас, на данный момент, ты вот способность обретаешь такую, радоваться простым вещам, даже когда вокруг все, не все идеально. Ты учишься различать, где твои страхи, а где реальные сигналы. И ты учишься находить вот эту грань, когда тревогу нужно оставить, как говорится, вне поля зрения. Вы сейчас можете, знаешь, вот сходить куда-то там отдохнуть с друзьями, устроить вечер домашний какой-нибудь романтический, да, чтоб легко было. И вот такой теплый формат, он покажет тебе, что с твоей интуицией, все хорошо. Даже, я бы сказал, отлично. Потому что она помогает вовремя улавливать, что когда в его душе там что-то не совсем хорошо. И когда можно расслабиться, тоже она чувствует. Понимаешь? Чем больше ты доверяешь своему внутреннему вот этому чутью, да, тем легче тебе отсеивать вот эти страхи пустые и, конечно же, наслаждаться радостью в моменте, которая тебе дает общение с этим человеком. Тут все просто. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки заварили себе ромашковый чаечек, взяли в руки вафли и начинаем слушать, да? Что твоя интуиция уже кричит, но ты не слышишь, тут даже говорить не надо ничего. Потому что карта сама за себя говорит, да? Он все время ссылается на какие-то внешние преграды, да, говорит там, что не может минутку найти позвонить, что у него на работе завал, что нет сил даже на короткую прогулочку с тобой. А твоя интуиция, она бьет тревогу, потому что, ты чувствуешь уже, что дело-то не в работе, а в том, что он сам себе границы ставит и боится идти глубже в отношения. Ты пытаешься его оправдать там загруженностью, занятостью там и прочее, прочее, прочее. Но сердцем ты же чувствуешь, что он просто сам блокирует эту близость. И всего лишь. Как страх, логика блокирует у тебя это знание повешено? Ты сама все на паузу ставишь. Стараешься не давить на него, не показывать, что уже подозреваешь какую-то там несостыковку, да? Когда он говорит, что устал,
ты, как говорится, киваешь головой и жалеешь его. Хотя внутри есть такая, да, беспокойная капелька, как сказать, беспокойная частичка души, которая бурлит. Тебе проще поверить в его измотанность, чем признать, что он просто избегает серьезных разговоров. И страх, что там, как сказать, у тебя перед самой собой такой страх, что правда будет неприятна для тебя. Хотя бы ты для себя уже все поняла, да? Но, как сказать, ты глушишь это, вот эту правду. И, соответственно, ты сама себя заставляешь смотреть на правду сквозь пальцы. И убеждаешь себя там, что там просто ему отдых, наверное, нужен. Что мужчина на самом деле скрывает, а интуиция у тебя это чувствует. Ну смотри, тут знаешь как вот, за вот этой всей там улыбкой спокойной, да, рассказами про там добрые воспоминания из детства, например, да, все кроется в этом вот эта эмоциональная дыра неразрешенная у него. Ты чувствуешь, что он боится просто повторения опыта, который до этого был. И постоянно он мысленно сравнивает ваши ваши нынешние отношения с прошлыми отношениями, где его когда-то сильно ранили. И ты прекрасно понимаешь, о чем я. И ты прекрасно знаешь, что у него много незакрытых вопросов. И твоя интуиция, она улавливает, что он просто не хочет вспоминать вот эти тяжелые моменты, да, прикрываясь там милыми историями, не соответствующие тому, чего ты хочешь узнать. Например, там ты спрашиваешь про прошлые отношения, а он про детство говорит. Ну, примерно так. И он говорит, что все хорошо, да? А на деле он носит в себе вот этот грустный осадок прежних обид и не знает, как ты там отреагируешь, если узнаешь правду, да? А как учесть вот это знание, да, в отношениях между вами? Ну, здесь теплый подход по королю кубков. Больше никак его не протрактуешь. Когда видишь, что он замыкается, мягко спроси, чего на душе у тебя? Правда ли все так гладко, как ты мне это преподносишь? Главное, знаешь, тут опять же не давить, а показать ему, что тебе не безразлично, как он чувствует внутри себя. Понимаешь? Твоя эмпатия, она растопит его вот этот страх признаться, что ему тяжело. Ну, не слишком-то легко. При этом, знаешь, в няньку не превращайся. Дай понять, что ты ценишь его самостоятельность и уважаешь. Но искренний разговор, он, знаешь, укрепит ваши чувства, но знай границы. Где ты мамочка ему, а где товарищ, как говорится. Расширение видений, новый уровень доверия к себе по башне. Ну, смотри, тут момент резкого пробуждения. Потому что после серьезного разговора или вот вспышки эмоций ты осознаешь, что ты больше глаза закрывать не можешь на вот эти звоночки тревожные. Интуиция все подтверждает. Громко и бесповоротно, как будто разрушается старый замок иллюзий, который ты у себя в голове построил. Это больно, но одновременно это освобождающе. Ты увидишь, что ты можешь опираться на свою интуицию, чуткость, да, а не на какие-то там оправдания егошни. Да что ж такое? Его оправдание. Чем честнее ты сама с собой, тем сильнее твоя будет вера в собственное внутреннее чутье. И сегодня все 3 расклада далеко не про отношения. Они про тебя и про твою интуицию.
Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и обязательно приходи в проживание арканов. В аркане жрица ты можешь проработать и усилить свою интуицию как минимум. И вообще полностью прокачаешься до своего прям мощного истинного «Я». Ссылочки в описании и в закрепленном комментарии. И помни, что дед всегда с тобой рядом.